Вы смотрите вторую часть, самая большая барахолка во всей Германии, 10 километров. Сделали мы небольшую паузу, перекусили, отдохнули, идем дальше. Так что сейчас я иду и смотрю, что просто конца и края нет этой барахолки. Первый раз. Такая длинная. Но очень интересно, вам скажу. Да, старые писсуары. Вот, ребята, кто не знает, вот так выглядели раньше писсуары в Германии. Можно купить также на барахолке старую косу, грабли, вилы. Тут можно хорошо так прибарахлиться. Два симпатичных уголка купил для своих полочек. У меня в мастерской вот такие будут красивые. 5 евро, 2 штуки. Хорошая цена. То многие у себя во дворе торгуют. И можно так зайти посмотреть. Может быть, что-то здесь интересное найдем. Но пока ничего интересного нет. Это интересно. Тоже не старые. Старые светильники. Они мне нравятся. В последнее время я их беру. И они ценятся. Но это не сильно старые. Лучше всего, если было бы какая-нибудь... ну, это в 90-е годы. И вот если бы 70-е были, 60-е, то задняя часть, она была бы из латуни или из более такого хорошего металла. Вы видите, здесь металл просто покрашен. Ну, обычно, знаете, такая лампа на стену или на потолок. Ничего такого обычного нет. 1900 какой-то 70-й год или нет. Но картина неплохая. Правда, рама уже старая. Hallo, was kostet Bild? Was kostet Bild? 50 евро. 50 евро за эту картину много, ребята. Первое — это восстановление рамы. Рама имеет повреждения в левом верхнем углу, нижний угол. И само полотно, оно тоже, скажем так, не в идеальном состоянии. Was kostet sowas? 10? Окей, я возьму за 10. За 10 евро, ребята, прикиньте, икону. Was kostet die? Was kostet die? Aber wenn ich zusammennehme 10, 5, wie viel? 18, окей, sehr gut. 18 евро, ребята. Ну вот и... Bitte schon. Прикиньте. Мне повезло, хорошая находка. 2 евро zurück. Ja. Это рисованная икона. Решил вам показать красивое зеркало. Это с 19 века. Просто передать, как раньше делали рамы, какие красивые, резные, и как сейчас делают просто из пластика.
Действительно, само зеркало, наверное, больше 200 евро будет стоить. Ну, а помимо зеркала я еще вижу, тут часы старые стоят. Но это тоже в пределах 200 евро будет стоить. Они видно, что на гвоздях сделано сзади. Механизм я не разбираюсь, просто вам покажу, чтобы вы могли. Так, заводной ключ есть. Но они старые. Красивые часы. Вот часы такие нашли. Сделано в СССР, Маяк. И засрустишь его? Маяк. Glaube, von welcher Baujahr ist das? Steht nicht. 65 Jahre. Was draufsteht, weiß ich nicht. По-моему, 65-й год. Ja, 65 aber so ob das ungefähr. Vom Baujahr ist oder was, weiß ich, kann ich nicht sagen. Это для чего? Керамика. Жалко, что скол есть. Is das für was? Я? Это для бочки крышка. Ну, оригинальная, я скажу вам. Ну что, ребята, за 6 евро беру я вот такую крышечку для бочки. Она мне понравилась. Хочу у себя оставить как декорацию. Ну, красивая. Почему бы нет? Посмотрите. Показываю вам, какие дома в деревне немецкой за стендами. Вот старые книжки пошли. Ну что, вот так Наполеон бежал с России. Посуда очень старая и очень такая интересная. Написано, что вручную разукрашено. Вильд розы. Дикая роза. Это у нас рисунок. Ух ты, Велерой Бош, блин. Офигенная посуда. Красота. Большой набор, очень большой. Уже первый час, мы дошли только до половины, и нам сказали, что еще столько же идти, и я думаю, что мы сегодня все не будем проходить, потому что это нереально 10 километров. Сами понимаете, толпа людей, которая идет медленно, все с тележками, с детьми, и просто вперед вырваться нет возможности, потому что каждый идет, хочет остановиться везде, посмотреть, это нереально. Так как мы привыкли быстрым шагом проходить ненужные стенды, где продают одежду и разные другие вещи, останавливаться, где есть антиквар, но люди останавливаются возле каждого стенда, и, короче, теряется темп. Но это уточки красивые. Heute Morgen eine Stück 10 Euro hat gesagt. Mein Sohn. Ja, beide zusammen, das ist gut. Beide zusammen. Das ist aber kaputt. Ja. Красивые. Ну что, ребятушки, я в автобусе, уже давно не ездил в автобусе. Хоть прокачусь до места, где моя машина стоит. Ну а теперь смотрим жизнь немецкой деревни.
если посмотреть, машины все свободные места заняли. Сегодня, наверное, примерно около 20-30 тысяч человек сюда приехал на эту барахолку. Парковочных мест, вы сами видите, нету. Стоят машины прямо на траве, на обочине. И кто где нашел место, там и встал. Хорошо, хоть полиция не штрафует сегодня. Как бы пошли навстречу и разрешают машины оставлять. Это большой плюс. Плюс еще мне понравилось, что туалеты бесплатно стоят на всей протяженности этой барахолки. Это тоже хорошо. Ну и киоски разные, булочки можно купить, попить. Ну, я плюс с собой воду брал. То есть не зря я тележку купил, потому что без тележки здесь просто не обойтись. Я вот смотрел, паренек купил вывеску, он 5 километров ее тащил. Но это тяжеловато. Красивые дома, лужайки ухоженные, забора нигде нет. Все аккуратненько, красиво. Приятно посмотреть. Вот здесь вот что-то ломают, будут, наверное, перестраивать. А сейчас я заберу машину, еду за супругой. Потом мы немножко возвращаемся назад, где-то на полпути. Мы оставили у продавца нашу покупку. Это старый бидон с декорацией. Забираем и потом, наверное, едем все-таки обедать, потому что время уже, наверное, час. Сейчас я точно вам скажу. Да, без 10 час, надо пообедать. И мы решили, что полностью барахолку мы не осилим, потому что мы прошли только полпути. Если вы забыли, мы сюда приехали в 8, где-то в начале 9, сейчас час, мы только половину прошли. То есть, чтобы пройти полностью барахолку, надо еще часа 4 или 5. Это сильно, конечно, много, ребята. Ну как же я предчувствовал, что надо купить тележку. Вот как вот чуял. Буквально тележку купил вчера вечером. И она просто нас спасла. Потому что я столько людей видел, которые шли и несли столики, тумбочки, вывески. Все это несли сами на протяжении всего нашего пути. Мне просто было жалко этих людей. Тяжело, ребят, действительно. Но я не жалею, что мы сюда поехали, потому что это супер барахолка, супер эмоции, классные покупки, просто зашибись. Кстати, когда мы сюда приехали, буквально вывеска, где с левой стороны заканчивается деревня, было все пусто, то есть можно было встать на любом месте. Мы приехали рано, мы еще встали близко. Сейчас же посмотрите, на километры машины стоят, они все позанимали, все обочины заняты, это просто шок. Так что на такие мероприятия приезжать лучше с утра. Позади меня растет картофельное поле. Операция спасти рядовой бидон. Так как бидон мы оставили у продавца, я примерно запомнил то место. Супруга осталась в машине, я захожу на барахолку, иду быстрым шагом, не останавливаясь нигде, наверное. И забираю свой бидон купленный. Потом мы садимся в машину и едем до конца барахолки. Там смотрим, если будет настроение, силы, я, может быть, еще там пройдусь. Так, короче, вот такой быстрый и дерзкий план. Мне просто повезло, потому что я нашел этого продавца быстро. Буквально от того места, где мы завтракали или, скажем, перекусывали, 250 метров я прошел. Стоим, ждем, чтобы выйти по такому вот мосточку. Можно перейти на ту сторону, потому что канал здесь проходит. Все, я перешел и теперь иду к машине вот с таким красивым букетом. Классный букет, а еще лучше бидон. Вчера смотрел прогноз погоды, где говорили, что дождь будет в 2 часа. Буквально без 5-2 начался дождик. Мы успели уже в машину сесть. Я решил доехать до конца барахолки, посмотреть. И я минут 15 ехал, вот доехал до конца барахолки. Решил немножко пробежаться здесь. Так, супруга осталась в машине, дождик капает. Но я думаю, я не растаю, потому что не сахарный. Так что давайте пройдемся и посмотрим, что здесь продают. Потому что все люди идут сначала и до конца не все доходят. Так что здесь можно что-нибудь найти. Я вам хотел бы рассказать большой минус здесь.
Нету связи, ни интернета, не дозвониться. Мне супруга звонила 5 раз. Из 5 раз она только 1 раз до меня дозвонилась. Очень плохая мобильная связь в Германии. Вот это меня просто бесит. Нам сейчас надо будет еще заехать в одно место. Мы не можем адрес задать в навигатор, потому что, ну, я пользуюсь через телефон, через мобильный телефон, и навигатор мой просто молчит. Вы слышите? Кукушка кукует. Давненько я не слышал кукушку. Так что здесь можно купить все за 1 евро. Видно, люди хотят распродать все. Können Sie wechseln? Вот катушечный магнитофон за евро. Dankeschön. Da fehlt leider der Schweif. Ja, Gib mir 50 Cent. na, leider nicht. Für ohne. Ja, Schade. aus Stroh oder so nachmachen. Ja. Handzeug, nee, Handzeug. Сейчас люди распродают. За 1 евро можно купить даже вот такой подсвечник. Или? Но здесь не хватает. Он, по-моему, для провода внутри должно быть. Проводка проложена. Was kostet sowas? Alles 1 Euro. 1 Euro. Alles. Ja, aber ich brauche Euro. aber nicht ein Stück 1 Euro, oder? Dann nimm dir 3 Stück. Da ich nehme alle für 1 Euro. Sowieso das Dann ist. machst du halt. Alles Okay. gut. Wir wollen es weg haben. Ja, okay, alles gut. Nehme ich. За 1 euro нема das. За 1 евро беру. Беру за 1 евро все. Столик. Плюс это... Не, das не брauche nicht. 1, 2, 3, 4 евро за все плачу. Смотрите. Это я возьму себе на дачу. Да. За 4 евро, прикиньте. У меня уже есть меч. Есть японский меч. И вот теперь у меня будет шпага. Круто. Это мне надо все будет донести. Вот это вообще классная вещь. Всегда хотел такой интересный молоточек. Если вот такую лампу можно за 1 евро взять, я бы купил. Потому что она прикольная. Но она не старая, она просто что сделана очень оригинально и качественно. Качество хорошее. И она висит так красиво. Алло. Ich nehme. Я за 1 евро возьму, почему бы и нет. Смотрю, что здесь есть интересное. А тут что тут? Это у нас деревянные заготовки, с чего на стену вешать, может быть, под рога. К ним, наверное, еще рога крепились. Ух, тяжелая собачка. Старая ручка. 2 штуки. Латунь. Was kostet das? Nein, Stück. Ja. Was wollen Sie denn geben? 20. Nee, das ist zu wenig. Aber dazwischen liegt ja 30, 90 Euro. Hab ich gesagt, ne? Hallo. Ja, ich möchte... 90. Ach so, okay, danke. Das auch wieder. Я 90 евро хотят. Ребята, вот часы за 10 беру. Эх, потом покажу. Хорошая покупка. Это часы из 60-х, но они хоть и на батарейке, но очень красивый корпус. А нам сегодня повезло, когда мы шли по барахолке, люди нам дали пригласительную бумажку, билет, да. Здесь ремесленники средневековья. Всего лишь в 8 километрах от барахолки мы решили заехать посмотреть, чем эти ремесленники занимаются и как вообще у них обстановка тут обстоит в лесах. Кстати, как мы сюда добирались, это отдельная история. Интернет не ловит.
стоят шатры и можно походить, посмотреть. Ух ты, вот такой бы я себе взял бы шлем. Меч есть, щит есть, вот такие доспехи нужны еще. Как вкусно пахнет. Ах, на костре что-то варят. У них даже такие вот средневековые какие-то станки стоят интересные. Ingenieur, bei mir zählt die Funktion. Wir waren letzte Woche auf dem Odermer Treffen und dann war dann auch ein И, кстати, здесь можно купить даже вот такие разные настойки. Выставка для детей, я думаю, показывали, как раньше наказывали, кто не слушался. Конечно, все не настоящее, но дети тут под впечатлением, даже отрубленные кисти. Там вот растягивали. Ну, ребятушки, вот и все. Буквально за 10 минут мы прошли эти шатры. Видно, дождь, немножко капает, людей мало. Я думаю, что вот община любителей истории Средневековья собрались. И у них праздник 2-3 дня. Вот они здесь готовят, спят. Ну и вот приходят люди, смотрят. Плюс можно покушать и пострелять из лука. Ну а мы едем дальше. Ну что, ребятушки, наша поездка заканчивается. Уже едем домой. Остановились на заправке. Немножко кофейка купить в дорогу. Ехать еще 1:30. Была классная сегодня барахолка. Длинная, интересная. Все, так что давайте прощаться. Хорошая была поездка. После 2 часов испортилась погода, но мы уже в пути. Успели пройтись, посмотреть. Все, что захотели, мы купили. Смотрим новые видео, подписываемся. С вами был Андрей. Всем пока.